Для начала перенесем розетки, поскольку Неймару они уже не пригодятся. Он у нас уходит в отставку. Неймар, пока. Теперь застилаем, чтобы не испортить ламинат. По периметру тоже проклеиваю малярным скотчем, чтобы не запачкать стены и потолок. Затонировал грунтовочную краску вот такой вот цвет. По задумке стена должна получиться темно-серой. Малыш участвует практически во всех работах. Без него работать просто не разрешает. Качеству окраски сильно не уделяю внимания, поскольку это будет просто основа под кирпич. Грубо говоря, можно было не заморачиваться и пропустить этот этап работ. Суть окраски – получить нужный цвет основы и одновременно прогрунтовать стену. Цвет стены классный, но он оказался намного светлее, чем хотелось бы. Исправим это. Купил баночку черного тонера. Прохожусь второй раз.
какая? Готово? Да? На этом этапе заехал ко мне друг Жека и решил помочь, так сказать, ускорить процесс. Была куплена специальная форма для быстрого формирования кирпичной кладки на стене. Тут даже комментировать нет смысла, все элементарно просто. Возле противоположной стены формируем швы с помощью карандаша. Вот так. Глаз алмаз, да? Вертикальные. Вот это да. И вот тут да. Все по красоте. Давай хоть что-нибудь я сделаю. Давай. А то все ты, да ты. Давай я сполосну, пойду трафаретик. Да. Да, а ты нанесешь следующий ряд кирпича. Договорились? Ну, давай попробуем. Я пошел. С помощью этой формы каждый кирпичик получается уникальным, и ни один из них не повторяется на всей плоскости стены. Парень, у которого я брал эту форму, изготавливает их под заказ и может сделать практически что угодно. Внизу под видео оставлю его контакты. Переходите и смотрите. Прикладываем форму и заполняем штукатуркой. После проводим гладилкой для получения неравномерной фактуры. Процесс настолько прост и интересен, что все хотят поучаствовать и попробовать. Друзья, уже получилось классно. Если нравится вот такой вот стиль, можно, грубо говоря, уже и оставить в таком вот виде. Такие вот черные швы, немного грязные. Вот здесь мы добавляли краситель, решили провести эксперимент. Но, как оказалось, краситель съедается объемом штукатурки, и цвет получается ненасыщенный. Думали сделать вот так вот в массе, чтобы сразу получить нужного цвета кирпичик, но не получается. Очень большой расход красителя. Так что будем идти проверенным способом Евгения. Сначала наносится штукатурочка в виде кирпичика, а потом уже идет сверху покраска. Шпателем подчищаю и убираю все лишнее. Поскольку швы получились слишком грязными, прохожусь повторно остатками моей грунтовки. И тут без моего помощника, конечно же, не обошлось.
уже миксуем и подбираем цвет, который больше нравится. Валиком с коротким ворсом закатываем всю стену, особо не стараясь, и делаем небольшие пропуски. После добавляем красителя, создавая новый оттенок красного, и повторно проходимся уже мочалкой, слегка пачкая кирпичи. Так создается более интересный неравномерный цвет. Той же мочалкой, но уже нашей темной грунтовкой, Жека решил поимпровизировать и немного запачкать некоторые кирпичи, для создания еще большей неравномерности и более интересного рисунка. Чуть-чуть макаешь, да? Да, чуть-чуть. В некоторых местах. Хаотично вообще. Так, частично отключить человеческий фактор. Да, кстати, он гуру практически любых видов декоративки. Так что, если нужна красивая декоративная отделка в Киеве и Киевской области, контакты оставлю внизу. Смело обращайтесь. Чего-то не хватает. Добавим еще один штрих. Ссылка на сайт с огромным выбором классных, качественных, мотивирующих картин также внизу под видео. Переходите и подбирайте свою. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео.